В засушливой саванне, где знойное солнце выжигало землю, жил лев. Его звали Кайо. Он был стар, ранен и одинок. Когда-то он был королем этих земель, грозным и сильным. Но годы и битвы забрали у него все. Прайд ушел, соперники заняли его территорию, шрамы покрывали его тело. Он почти перестал охотиться, лишь изредка находя пищу. Осталась только тень былой силы и гордости. Он перестал рычать, перестал звать, потому что больше некому было откликнуться. Однажды, ранним утром, он лежал у высохшего ручья и думал, что это его последний день. Он не знал, что именно в этот день его судьба изменится. Он услышал тонкий писк, едва различимый, но живой. Сначала подумал, мерещится. Потом, снова, слабый звук, будто кто-то зовет о помощи. Кайо поднялся на дрожащих лапах и пошел на звук. За колючими кустами он нашел крохотного щенка. Щенок был изранен, истощен и, вероятно, потерял свою семью, или его выбросили люди, проезжавшие мимо саванны. Он дрожал от страха. И когда увидел льва, тихо заскулил. Кайо остановился. Перед ним был легкий обед. Маленькая, беззащитная жизнь. В былые времена он бы не задумывался. Но сейчас он смотрел на щенка и вдруг увидел самого себя. Одинокого, забытым, маленьким в этом огромном, равнодушном мире. Лев лег рядом, не приблизился, просто остался. Щенок смотрел на него с ужасом, а потом, неожиданно, пополз ближе. Он уткнулся в большую гриву и задрожал, а лев не оттолкнул. Он просто остался рядом. Так началась их история. Первые дни были трудными. Щенок был слаб, его надо было согревать ночью и защищать днем. Лев делился с ним едой, которую находил. Иногда сам оставался голодным. А щенок начал крепнуть. Он шел за Кайо повсюду, путался в лапах, тыкался носом в его ухо, зализывал шрамы. А лев начал снова рычать. Не громко, но так, чтобы щенок знал, он рядом. Прошли недели. Они стали неразлучны. Хищник и малыш, король и потерянный. Иногда другие звери смотрели на них с недоумением. Но никто не осмелился подойти, потому что даже старый, уставший лев оставался львом. Но счастье в дикой природе всегда временно. Однажды в саванну приехали охотники. Лицензия, винтовки, вертолет. Они искали трофеи. И слухи о старом, одиноком льве были именно тем, что им нужно было. Щенка они даже не заметили. Он спрятался в высокой траве, визжал, но никто не слышал. А Кайо встал перед ними. Он не бежал, он просто стоял. До конца. Даже когда первый выстрел раздался, он не шевельнулся. Он смотрел на людей своими золотыми, полными достоинства глазами. Второй выстрел, и лев упал. Охотники сделали фото. Уехали. Им не нужен был щенок, только мертвый лев. Когда все стихло, щенок подполз к телу Кайо. Он облизал его нос. Потом лег рядом. И не двигался долго. Очень долго. Прошли дни, люди ушли. Птицы кружили над телом. Но никто не тронул его, потому что рядом сидел щенок. Он охранял своего друга, последнего, кто любил его. Спустя неделю его нашли местные жители, спасатели дикой природы. Они забрали щенка, похоронили льва с почестями, как вождя. Потому что даже старый лев умирает как король. Сегодня щенок живет в приюте. Он уже не щенок. Он вырос. У него нет хозяев, только работники центра. Но у него есть имя – Кайо, в честь того, кто однажды не съел беззащитного малыша, а стал ему семьей. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!